Приветствуем вас на канале Раисы Греченко, дача, сад, огород, цветы. Вчера вечером мы провели обработку картофеля молочным коктейлем. Принцип приготовления молочного коктейля для всех посленовых один и одинаков. Мы говорили о томатах вчера. Я сейчас напомню, что, зачем и как мы в такой же последовательности, пожалуйста, все проводите для картофеля, как это помогает. А это очень хорошо и подкормочка, и защита сейчас очень важно при прохождении, резком прохождении сейчас циклона, который несет прохладу ночью плюс 12. Может быть, чуть больше будет или меньше, но нам нужно сейчас защитить картофель от спор грибковых заболеваний, чтобы не было фитофторы и других заболеваний, а также дать подкормочку для того, чтобы плодообразование, то есть образование картофеля шел нормально и процесс этот не сбивался при переходах вот этих резких переходов. Для обработки томатов это будет и защита, и подкормка. Я уже его делала, лет 5 мы делаем вот эти растворы. Это молочный коктейль называется. Для этого мне нужно молоко свежее. Если есть, просто на рынке очень удобно, оно дешевое, я поэтому беру свежее молоко. Далее пол-литра мне надо. Меньше полулитра, где-то чуть, потому что мы будем разводить сейчас борную кислоту. Нужна борная кислота. Вот она обычно есть везде и всюду продается. Дальше йод, марганцовочка у меня вот такая и мочевина. И плюс подкормочка. Помидоры сейчас набираются плоды, наливаются плоды, нужен фосфор, калий. И вот эти составляющие мы готовим такой молочный коктейль. Для начала, значит, давайте сразу же скажу, сколько нужно бора. Это очень важная тема, потому что мы можем сжечь. А чтобы не сжечь, значит, я взвесила, у меня вот эта ложечка маленькая кофейная. Мне нужно 1 грамм всего-навсего. Пожалуйста, внимательно, потому что у нас и подкормочка будет. Вот у меня 1 грамм, я взвешивала, кофейная ложечка. Вот. И я сюда засыпаю 1 грамм борной кислоты. Засыпаем. И горячая водичка должна быть обязательно. Ну вот немножко для того, чтобы растворить борную кислоту. Горячая вода это где-то 50 градусов. Начинает в чайнике чуть-чуть шуметь. Если нету градусника, у меня нету градусника. Ну вот, раствор борной кислоты готов. По поводу борной кислоты, не ставьте больше, пожалуйста. Это и потому, что у нас другие компоненты будут. И если у вас жарко в теплице, кстати, если очень высокая жара, можно даже меньше оставить борной кислоты, 0,5 грамма. То есть полграмма борной кислоты. Потому что сгорят цветы. Я пробовала. Я почему делаю? Потому что сейчас именно такое, бывает и больше. Это если сильно холодно, тогда можно использовать ранние обработки. Сейчас делаю вот таким образом. Итак, у меня есть уже растворенная борная кислота. Отправляю сюда в баночку. Чтобы показать цвет, просто у меня уже баночка, вот здесь от марганцовки, я уже знаю сколько чего. Итак, у нас есть борная кислота. Сейчас наша задача добавить немножечко марганцовки. Ну, обычно, так, у нас это сухое, где-то кристалликов, смотрите, чуть-чуть, вот кристаллики, если крупные, то 10. Сейчас покажу, какой цвет должен быть. Вот. Цвет, когда растворится, и не сильно темный, и не сильно светлый. Вот смотрите, растворяется, вот какой цвет получается. Еще не все кристаллы растворились. Вот, отлично. Пожалуйста, делайте в этой очередности, как я делаю. Это очень важно. Итак, у нас кислота в первую очередь борная. Теперь марганцовочку положили. Вот такой красивый цвет, видите? Вот он. Не темно, не светло. Теперь молочко. Это третий компонент, который мы сейчас будем заливать. Опа! Значит, я заливаю где-то около пол-литра вот так. Потому что я сейчас еще буду добавлять йод и мочевину. Итак, у нас молочко здесь есть. Тоже перемешиваем.
обязательно нужно перемешивать. Перемешали, видите, какой цвет? Как будто бы кофе с молоком. Вот такое в детстве было кофе с молоком. Делали. Теперь, следующий компонент очень важный, это йод. Аптечный йод, обычный. Значит, сюда сейчас, в эту жару, ставим всего-навсего 15 капель. У меня просто уже есть, нет, это много, я уже знаю, у меня меньше половины вот этой пробочки, это 15 капель. Вот они, капельки сюда. Снова же хорошенько нужно все перемешать, перемешать, перемешать. Перемешали. Вот. Надо, чтобы йод тоже хорошенько растворился. Вот. Чуть-чуть темнее стало. Ну и завершающий штрих, почти завершающий, это у нас мочевина. Берем ложку мочевины. Это подкормка, это и защита. То же самое. Вот, очень хорошо. Пока не растворится, мы не будем завершающий добавлять компонент. Все, не звенит. Еще фосфор калий я хочу сразу же добавить. Марганцово-кислый калий есть там немножко, поэтому здесь буквально 10 миллилитров, а я уже знаю, что в этой ложке 15, значит половину ложки. Вот. Добавляю сюда еще вот этого комплексного органического удобрения фосфор калий. Для плодообразования шикарно. Можно чисто калий, но никаких других вот этих смесей с кислотами различными. Вот в такой последовательности сделали вот такой раствор. Причем делаем этот раствор и его сразу же готовим и сразу же сейчас в ведро заливаем и обрабатываем растения. Ну а теперь приступаем к обработке. Вот так вот. Картошечка вся должна быть обработана сверху донизу, листики с бушку. Мы вам рассказали, как мы готовим молочный коктейль. Проводим поздно вечером. Опрыскивание, такой туман должен быть, не должно стекать с листьев вот этот растворчик. И обязательное условие, мы заранее капельным орошением хорошо увлажнили землю под кустами картофеля. Это очень важное и главное требование. Видите? Хорошо влажная земелька. Иначе сгорят листики и растение не получит то необходимое количество питательных веществ. И, естественно, защиты не будет такой, которую дает вот этот молочный коктейль. Раиса Греченко, Александр Болик прощаются с вами. Всего вам самого доброго. Надеемся, что все понятно и вы сможете защитить свои растения, не используя какие-то заокеанские препараты, как вы пишете мне, то, что есть у вас в аптечке. До новых встреч в новых видео.